Всем здорово, народ! Сегодня у нас PvP-шный Blood ДК. Вот такие вот были таланты на момент записи, вот такие вот символы. Если интересуют подробные гайды, то переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Ну а я же начинаю видос. Погнали смотреть! Итак, народ, первая котеечка против нас. DC Priest, Unholy Decay и Баланс Друид. Изначально я начинаю бой в стойке льда, потому что у меня гига слабый шмот. Сейчас все бегают 290+, на X5, это такая базовая комплектация. У меня 270 гир, чтобы вы понимали. Именно поэтому я начинаю бой в стойке льда и смотрю, кого будет фоксить моя команда. Если не будут фоксить меня, остаюсь в ней. Тут я понимаю, что фоксит моего ШПшника и предпринимаю попытку его, скажем так, засейвить. Я забегаю подальше, гриппую туда вдаль баланс друида, чтобы, соответственно, он не мог нормально фокусить моего ШПшника, и тем самым мы пережидаем горгулю. Вражеский ДК потратил немоту, потратил усиление рунического оружия. По сути, бурсты противника мы пережили. Меня в соло баланс друид не убьет, даже несмотря на мой говношмот, поскольку я все-таки Blood ДК. У меня слишком много возможностей для захила, я еще вообще ничего не потратил. Я и кровь вампира не нажал, и кровавую метку не нажал, ничего не нажал. У меня все сейвы, по сути, сохранились. И вот сейчас в моменте можно было бы переключиться на стойку анхолика и попытаться заберстить кого-нибудь, но у меня супер отвратительная позиционка у моих тиммейтов. Я не понимаю. Я им дал такую офигенскую возможность, когда вражеского друида забрал подальше, чтобы они убежали за нашу колонну, за первую, за изначальную. Они почему-то этого не сделали. Они остались в центре против одного ДК сражаться. Тут в моменте у него, кстати, осталось 4000 хп, поскольку мой ШПшник выдал в ДЦ Приста немоту, я продлил своей немотой, там контроль залетел, бим-бим-бам-бам. Получилось просадить вражеского ДК, да, до 4000 хп в моменте, но убить все-таки не получилось. Тут я съедаю пэта, чтобы захилить себе лицо, чтобы снять, так сказать, задачу с моего лекаря, с моего рестор-шамана, чтобы было попроще. И смотрим, что мы здесь можем сделать. Бой как-то так, знаете, хреновенько встал. Просто единственное, что нужно было делать моему ШПшнику, это стоять сзади и байтить вражеского ДК на то, чтобы он к нему бежал через все поле, и мы бы там его где-нибудь подловили за углом, я бы его грипнул так, чтобы он не смог выбежать под своего лекаря, и мы бы просадили, выбили какие-то сейвы и так далее. В общем, как это и играется. По сути, сейчас вот единственное, что он сделал хорошее, это выдал тройной эфир по всем оппонентам, но ради этого им пришлось пробежать все поле насквозь и прямо зайти вот к врагам в упор вот троих противников. Ну, короче, это особо нам ничего и не дало по итогу. Ну, тройной эфир — это тройной эфир. Все равно мы просадить никого за это время не смогли. Все-таки я пытаюсь играть по баланс друиду. ДК мы здесь никак не пробьем, даже несмотря на то, что он анхолик. У меня просто тупо не хватит дэмэджа, чтобы пробить вот эту вот консервную баночку, потому что все-таки он латник. И он не дает мне сейчас играть по друиду. Он меня постоянно замедляет, вот эти лужи раскидывает. Это не мое замедление, это лужи от его удара, чумы. У меня этого замедления нет, поскольку я в бладе. Но вот у них очень странный таргетинг, я не понимаю. Он на анхолике сначала побил моего ШПшника, да? Потом переключился на меня, и потом такой, ладно, мне надоело, пойду снова побью ШПшника. Вообще, короче, максимально пьяная катка. Вот на самом деле вражеский ДК неплохо делает, потому что он постоянно вот так вот меня к себе гриппает, замедляет. Это вот с его стороны хорошо. С его стороны это неплохо. Но я же все-таки планирую туннелить баланс друида, потому что я знаю, ДК вот просто тупо не пробить. Если у меня был бы высокий шмот, это еще было бы реально и возможно. А так у него слишком много хп, и это будет слишком долго. Здесь я клацаю перерождение, начинаю себя дополнительно хилить кайлами, потому что вижу, что не справляется мой в моменте лекарь. И вот у меня было на КД. Были на КД мои руны, соответственно, я принял решение, да, окей, нажму перерождение, буду хилить себя хайлами, чтобы дополнительную хпшечку себе зарегенить и ее заиметь. Хороший эфир, вот это вот уже респектик, переключаюсь на стойку анхолика, потому что сейчас буду бурститься, выдаю немоту во вражеского ДЦ Приста, туда залетает фуловый хекс, и сейчас под танцующим руническим оружием можно будет очень больно пробить вражеского баланс друида, хватит нам дэмэджа. Тринкует ДЦ Прист, вражеский его гриппил к себе, пытаюсь замедлять через длинные оковы, он это диспелит, он это замечает, выдается стан по нему от моего ШП. Хватит дэмэдж. Ой-ой-ой, как же плохо делает баланс друид. Он сейчас сам залосал своего лекаря и из-за этого помер. Скорее всего, если бы он побежал налево к своему ДЦшнику, он бы в теории выжил здесь. Мне бы не хватило дэмэджа, скорее всего, пробить и времени. Я бы немножечко запоздал с этим убийством, и сова бы выжила. В общем, в конце получилось неплохо. Там и немота, плюс хекс, плюс стан. В общем, по вражескому ДЦ залетел такой грамотный, ну, практически идеальный линейный контроль, назовем это так, да, друг за другом. И даже дэмэджа хватило мне в моменте по друиду выдать. Ну вот, соответственно, и наши статы. Дэмэджа у меня в 270-м гире больше, чем у его ШПшника. Но это супер странно, такого быть вообще не должно.
Следующая котеечка 1х1 против Ферал Друида. Изначально стоял в стойке льда, ждал его на краю платформы, чтобы, если что, спрыгнуть вниз и немножечко засейвиться. В любом случае, Ферал как играет? Накидывает на тебя дотки, убегает, накидывает дотки, убегает. И если ты играешь в анхолике, то супер неприятно против Ферала, очевидно, отыгрывать, поскольку захила у тебя не хватает. У тебя нет ни захвата рун, ни кровавой метки, ни в моменте ты не можешь нажать на себя кровь вампира, чтобы жестко зарегениться и так далее. Поэтому, конечно же, да, в анхолике возможностей супер мало против Фералыча отыгрывать. Тут я предполагал, что он будет по мне бурститься изначально, что он нажмет Берсу и там туда и сюда, и слишком рано призвал, по сути, Вурдалака. Когда слишком долго, я планировал, что он будет бурститься, я его сейчас съем. Но он не бурстится по мне вообще, он почему-то даже в медведя прыгнул, хотя я ни одну свою бурстовую кнопку тоже не нажимал. Короче, довольно странный пацанчик какой-то, и я такой, ладно. Мне супер впадло долго против тебя отыгрывать, давай я попробую тебя заберстить. Поэтому я призываю танцующее руническое оружие и начинаю в него нормально так дамажить, даже пока он был в стойке медведя. Но тут мой мисплей достаточно серьезный. Я не класснул стойку анхолика. Потому что я вижу, что он меня пробивает так-то тоже неплохо. И я, честно сказать, очканул переключиться на стойку анхолика, потому что я подумал, что он может меня пробить. Но я должен был это делать. Почему? Потому что у меня все равно еще была кровь вампира, и под кровью вампира он бы меня точно никак не пробил. Но с другой стороны, он мог из меня выбить эту кровь вампира, выбить все остальные мои сейвы, скажем так, и потом только нажать берсу. Поэтому еще и не факт, что я ошибся, не переключив на стойку анхолика. Но, если бы я это сделал, дэмэджа по нему был бы, конечно, гораздо больше. А захила, в любом случае мне будет не хватать, и мне придется сейчас какие-то сейвы свои отдавать. Вот уже кровь вампира я потратил. Поэтому, скорее всего, записываем ошибку. То, что во время танцующего рунического оружия я не переключился на стойку анхолика. Все-таки да, все-таки мисплейчик. Ферал было бы гораздо неприятнее сейчас в моменте. С другой стороны, он опять же мог просто убежать, никто не мешает ему это сделать. Убежать, захилиться и снова вернуться в бой. Потому что догнать-то Ферала, хрен у тебя получится на ДКшнике. Тут он клацает берсу, мне нужно переходить в стойку льда. Но как-то в моменте я почувствовал, что ладно, если уж я в стойке льда его не пробиваю, попробуем в анхолике до конечной посражаться. Либо до поражения, либо до победной. В любом случае его берса уже закончилась. И я сейчас нажал перерождение, чтобы подкилить себя кайлами. Он этот момент либо отмониторил, либо сделал вот такую комбинацию стан плюс смерч просто потому что захотел. Скорее всего отмониторил, будем так это расценивать. И не особо получилось у меня кайлами зарегениться. Но я такой думаю, ладно, все, хрен с ним. У меня откатывается танцующая, я клацаю истерию. Клацаю также еще кровь вампира, чтобы хилиться в этот момент, не переходить в стойку льда, как уже мы изначально поняли, да? Учусь на ошибках прямо в моменте боя и пытаюсь вот его заберстить уже самый последний раз, если сейчас не получится, у меня уже никогда не получится. В любом случае, мне кажется, он слишком сильно задержался, ему стоило раньше отбегать, и вот, anyway, не получается его пробить, но как будто бы... От чего он умер? От чего он умер? Напишите мне, что у него там забав какой-то был, что как он сдох? А сейчас давайте посмотрим на котеечку, которую я причислил к забавным. На самом-то деле, конечно, это больше плакать хочется, чем смеяться. В любом случае, когда я вам говорил, что если вы играете в Бладе, или в целом даже в ДК, но тем более в Бладе, и против вас выходит паладин, либо ретрик, либо протик, это в данном случае прек-паладин, который ближе к протику, чем к ретрику, хотя на самом деле больше талантов у него из ретрика, не суть. В общем, он с одноручкой и со щитом, и использует печать мщения, или как она называется, которая настакивается. В общем, у вас нет шансов. У вас просто шансов нет, потому что все ваши тычки милишные он блокирует, парирует, а по вам ему дэмэдж наносить ничто не мешает. И сколько угодно у вас от хила вот не было бы, все равно он вас пробьет рано или поздно, потому что вы его не дамажите, а он вас дамажит. Ему хилиться не надо, а вам надо. И вы, соответственно, просто вот так вот мечетесь между попытками нанести дэмэдж по паладину и самозахилом, а он просто вас долбит автоатаками. Ему даже нажимать ничего не обязательно, если честно. И в этом вся суть. Вот такой вот пацанчик наконец-то попался, чтобы я вам продемонстрировал, насколько вы ничтожно слабы за ДК против паладина. И сделать вы просто ничего не можете. По сути, у меня вот даже то, что я не стою в контроле от него, вот я задоджил его стан, теперь затринковал его стан, все равно это мне вообще никак не помогает. Посмотри, вот он 100% хп бегает, что бы я ни делал, а у меня хп улетает с невероятно быстрой скоростью, при том, что я в стойке льда еще все это время находился. Пытаюсь жить максимально, просто вот ради того, чтобы... И смотри, какая забавная, конечно, ситуация. У меня по нему 14 тысяч дэмэджа за все время. 14.
И давайте посмотрим еще одну солоку. У меня баланс друид в тиме. Против меня Рестор Шаман, Shadow Priest и Паладиныч. Не помню, кто он был, кстати. Сейчас по моменте боя посмотрим. Ну, скорее всего, Ретрик, да. Ретрик Паладин против меня. Значит, у меня Холли Прист в тиме. И почему-то вражеский Ретрик решил играть именно по нему. Тут хорошая анимота в троих у меня залетает. И я сейчас что планирую делать вообще по игре? Пытаюсь пробивать и туннелить вражеского Shadow Приста и сейвить моего баланс друида, чтобы на него слишком сильно не наседали. Мой баланс друид решил бить Рестор Шамана. Вот такое решение. Почему? Я не знаю. И это ключевая ошибка, которая, ну, я не знаю, это просто неиграбельно. Как можно бить Рестор Шамана в таком сетапе? У меня просто нет идей, я не понимаю, реально не понимаю. И из-за того, что он бьет Рестор Шамана, я же не могу бить сам ШПшника в соло, и это будет полный кринж. Я вынужден также бить Рестор Шамана вместе с ним, просто потому что он решил вот так вот делать. Супер, короче, хреновая ситуация для нас, но и опять же, я пытаюсь максимально сейвить свою сову, то есть я замедляю паладина, я его в оковы кидаю, которые все равно диспелят, потом тычку его ударом в сердце, потому что именно с него теперь замедление работает, удар чумы лужу не раскидывает, да, еще раз вам повторю. Плюс закинул кровавую метку в паладина, которую он не отмониторил, и поэтому он не смог прям слишком сильно пробить моего балансика. И в моменте я, так сказать, подсейвил ему данным образом лицо. Ну и все, соответственно, я пытаюсь просто гриппать себе паладина, не пускать его к моему рестору, а мой рестор продолжает туннелить, точнее, мой друид продолжает туннелить вражеского рестор Шамана. И, ну, это, конечно, в самом моменте, когда вот я уже играл, в момент геймплея, я понимал, что это гибельная ситуация, скажем так. План, обреченный на провал изначально. Ну, невозможно пробить рестора, когда у него в тиммейтах Прист и Ретрик, которые сами могут его еще подхилить в этот момент. Типа, если понадобится просто боб нажать. Ну, короче, вы понимаете. Это просто ошалеть. Это просто ошалеть. И вот каково это, вот представьте, в бою уже понимать, что вы проиграли, но все равно пытаться отыгрывать и пытаться вот как-то вот все-таки какими-то неведомыми магическими способами заполучить победу. Хрен его знает. В любом случае, пробивать в моментах вот получается, до 28% хп мы пробили вражеского Рестор Шамана. Возможно, если бы у меня был 290 гир, как у всех здесь, то возможно, я допускаю такую, да, теорию, что мы бы пробили Рестора. Но это же не наша ситуация, у меня шмот 270, и это, конечно, прекрасно. В любом случае, нам уже повезло в том плане, что до сих пор жив мой совух, что его еще до сих пор не пробили, но он слишком сильно задержался, как по мне, в надгробиях вот этих вот. Смотрю и плакать хочется. Просто смотрю и хочется плакать. Вот серьезно, просто любой бы другой, даже паладина можно было упороться. Да, у него есть бабл, но окей, мы бы его один раз на бабл забайтили, потом бы все равно получилось пробить. Ну, короче, сейвил я его, сейвил, ничего особо интересного не происходило, просто в моментах иногда чуть-чуть пробивали вражеского Рестор Шамана, но ничего критичного, там до 30% хп. И вот так вот мы весь бой и пробегали. В итоге все равно антихил настолько сильно настакался, что уже регенить все вот это вот нашествие противников было бы невозможным. Он на своем баланс-друиде еще и в поле выходит прям ко всем противникам в упор, чтобы ему при любой возможности сбивали его косты, не давали кастовать. Пошел звездопад, сейчас жестко раздамажит. Смотри, пацаны, смотри, let's go W, Рестор Шаману не выжить. Подожди, а сейчас он решил играть по паладину. Короче, супер кринжовый чел, ничего не понимаю, что он хочет, что он делает. Я пытался, типа, как-то понять его образ мыслей, но так и не смог. И даже сейчас на записи все равно не понимаю, что он по итогу хотел. Холиваря в контроле, бабла нет, тринкета нет, умирает мой друид на балансе. Но это было ожидаемо, это закономерный результат. Вот такие вот статы под конец боя. Таким образом, катки на сегодня у нас закончились, ну а весь мой дополнительный контент вы можете найти на Бусти. Здесь у нас имеется полный гайд на Blood DK, где я освещаю все основные моменты и рассказываю базу. При этом присутствуют дуэльные разборы против разных классов. Например, Blood DK против прото-паладина. Вообще самое неприятное, что может нам попасться. Есть даже общий разбор всех спеков ДК, можете перейти, знакомиться, он в открытом доступе. Но только одним ДК все не ограничивается, также присутствуют гайды на паладина, на чернокнижника, вскоре появятся на другие классы и на другие спеки. Есть полный гайд по моему PvP-шному аддону интерфейсу, как все настроить, чтобы было компактненько, минималистично и при этом максимально функционально.
как я люблю. Поэтому, если есть желание поддержать канал копеечкой и при этом получить дополнительный контент, то переходи на мой Бусти и подписывайся. Первая ссылка в описании. Цена, кстати, недорогая, как одна кружка кофе, поэтому я думаю, что предложение выгодное. Всем пока!